Раз-раз, прием. Всем привет, ребят, меня слышно нормально? Дайте обратную связь. Ребята, обратная связь. Во, все, отлично. Так, ну, тогда всем добрый вечер. 2 недельки у нас прошло, и снова у нас стрим. Стрим по новому герою. В принципе, до этого стримить было нечего, поэтому особо-то и не стримили. Вот, а сейчас у нас вышел долгожданный герой разрушения. Спустя, фиг знает сколько, 5 или 6 месяцев, или 9. Я уже, если честно, запутался. Привет, Андрюх. Давайте посмотрим так ради интереса хотя бы. То есть у нас получается, последним героем разрушения был Малтаэль. И он был раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не, Мосор у нас была последняя. Что я говорю, Малтаэль? Мосор была последняя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну да, спустя 6 месяцев, почти полгода мы ждали нового героя разрушения. На самом деле постоянно ванговали, то вот он выйдет, то это, то на Новый год, то еще когда-то. Но на самом деле самый прикол оказалось в том, то что я ванговал, то и оказалось правдой. Я говорил, что выйдет оливка, вот, все наклепают олив, а потом выйдет Форсис, который в идлах, да, у нас, ну, сейчас как называется у нас, Каслан, Аслан, Карлсон, как кому удобней. То есть выйдет у нас идловский Форсис, и он просто будет руинить оливу. И я оказался прав, так оно и есть. То есть админы выждали, получается, после добавления в магазин оливки, получается, ну сколько, месяц или полтора, да, если я не ошибаюсь. Все наклепали оливу, а кто-то и 2, а некоторые и 3. И тут у нас выходит просто товарищ Аслан. Ну, сейчас мы посмотрим, что же перец же у нас вышел. Сразу скажу, что он вообще не похож. Ну да, он в корне не похож. Блин, да что ж такое? Я отключил телеграм, у меня все равно уведомление приходит. Так. Можно disable notification, блин, делинкает. Так. Что я хотел сказать? Да, вышел Аслан, Каслан, типа аналог Форсиса из идлов, но на самом деле он вообще не похож. То есть там минимальное как бы сходство с Форсисом. Давайте рассмотрим его умения. Посмотрим вообще, как этот перец у нас выглядит. Конечно, он как страшко еще то. Вот. Анимация так себе. Вот. Слой такой перец. Поздравляю. Е4 неплохо, на самом деле. Будешь хотя бы нару бурить. Вот. Итак, что у нас? Итак, основной ульт. Как у нас он работает? Наносит 1000% урона атаки одному случайному врагу. За каждый стек Doomsday курс, то есть проклятие дебафа, цель получает дополнительно 500% урона. Приоритет отдается целям с наивысшим количеством стеков этого дебафа. То есть, что это за дебаф у нас? Doomsday Curse. За каждый стек этого дебафа цель получает... Труляля, наконец-то стрим. Труляля, наконец-то стрим. Иха, 111 рублей. Кто-то задонатил, спасибо. Илюха, наверное. То есть он, получается, наносит стек, вернее. Цель получает уменьшение лечащего эффекта на 10% и максимального количества хп на 5%. Также, что хочется подметить, что в принципе это из идлов. Уменьшение максимального количества хп не может быть восстановлено, и каждый стек не может превышать 1000% от аслановской атаки. Когда цель находится под проклятием, она получает 300% урона от атаки Аслана за каждый стек дебафа.
на цели и получает еще сверху 100% атаки. Ну, короче, какая-то дичь на самом деле. И вот. А проклятие может стакаться только до 5. То есть, что мы имеем? Что если будет 5 стаков, то у цели будет минус 50% хилки и минус 25% максимального здоровья. То есть до хера. И мало того, это ж не только дебаф, и он еще будет получать урон от этого дебафа. 300 урон за каждый стек. То есть, имея 5 стеков, 1,5 касика будет прилетать. И сверху еще соточка какая-то. То есть, итого, ну, грубо, 2000 атаки. Ну, это дичь. То есть, ему достаточно повесить дебаф, и все, приехали. То есть, ульт такой, достаточно злой. Дальше, что поехали? Второе у нас. Пассивный скилл, который, в принципе, является базовой атакой. Так вот, Аслан, у него нет вообще, в принципе, атаки. Вот. Но он получает 50 энергии. Когда союзник наносит атаку, Аслан получает 1 стек щита. И получается, и накидывает 1 стек дебафа на одного случайного врага. Что может работать до 3 раз за раунд. То есть, что мы имеем? Как ролики уже показали, все посмотрели, на это умение у него действует любая атака союзника. Это может быть обычная атака, может быть ульт. Вполне возможно, работает и ассист. Надо будет посмотреть. Вот, проверим. В принципе, тут, по-моему, на Твине есть какая-то мелкая копия Ланнистера, вот и проверим. То есть интересная тема, да? Он за раунд, получается, минимум может получить 3 стека защиты и накинуть 3 стека дебафа на случайных врагов. Что у нас, как работает этот щит? За каждый стек этого щита цель восстанавливает, ну цель, я так понимаю, это есть и сам Аслан. Аслан восстанавливает 10% максимального здоровья. А когда он атакован врагом, то у него снимается 1 стек этого щита, чтобы поглотить 50% урона. И вот что, смотрите, игнорирует все эффекты атаки. Скорее всего, это относится вообще ко всему. Он будет игнорить там контроли, ну, то есть про это вообще речи нет, дебафы все. А также он будет контроль, скорее всего, ему похер будет на всякие сплэши, реции, ну и так далее, и так далее. И дальше, что еще? Атакующий будет оглушен на 2 раунда. Еще накинут на него дебаф. То есть щит стакается до 5 уровней. Ну, это пипец, конечно. Звучит очень жестко на самом деле. То есть мало того, что у нас он отхиливается от дебафа, он еще и у него щит, который, ну, то есть ему не наносит практически урона. И игнорирует вообще все эффекты. Ну, жесткач. Он может просто отожраться, и это будет писец. Так, дальше. Пассивка. Пассивки стандартные. Атака 40, крит урон 50, скилл дэмэдж 70%, иммун 30%, скорость 80%. Идем дальше. Получает, тоже пассивка, получает 1 стек щита в начале раунда и ультует. Вот. Тут вопрос, я так понимаю, когда он ультует, а не там союзник. Тут опять описание щита, кстати, которого нет, интересно, вот здесь почему-то, да, в этом описании я не вижу ничего. Тут за каждый стек 10%, и тут же пишет, за каждый стек щита Аслан восстанавливает 2%. Непонятно немножко. Ну хорошо, в течение периода, когда щит действует, Аслан иммунен ко всем дебафам, которые могут быть очищены. Что мы подразумеваем по дебафам, которые мы очищены? Их до хера на самом деле. Из основных это крутых таких, это метки Терезы и пила Малтаэля, да, дебаф. Это самые такие достаточно злые. Жесть. И уменьшает урон, который он получает на 20%. И вот непонятно на самом деле. Что-то вообще тут не понимаю. Тут написано 10%. Тут 111 написано на удачу. 2 рубля. Вот Алекс задонатил. Спасибо, Алекс. Вот. Глядишь, так надонатиться, и снова розыгрыши у нас пойдут. Будем разыгрывать карты. Эти алмазные. Будет интересно. Так, когда он атакован, получается, он использует... Ну, я вот что-то вот вообще тут не понимаю, почему тут одно написано, тут другое написано. Тут до 10%. Все, я догадываюсь. Это, короче, тупой перевод. Смотрите, ребят, что выходит. Получается, 1 щит восстанавливает 2%. А если будет 5 щитов, восстанавливает 10%. То есть я вот больше никак не понимаю. И поглощает до 50% урона. Вот. А здесь получается написано
Хотя написано 20%. Ни хера ничего не понятно. Что за бред вообще? Что за описание? Короче, надо тестить и смотреть. То есть тут вот здесь вот написано то же самое, что и здесь, в принципе. Ну вот описание именно счета, да? Но оно разнится, я вообще не понимаю. Что за наркоманы, блин? О, да, жесть. Ладно. С этими, в принципе, со скиллами разобрались. Давайте посмотрим гены его. Итак, гены. Первый Е2 ген. Когда здоровье падает ниже 50%, он, получается, очищает себя от всех дебафов и получает 5 стеков щита. И еще накидывает один стек проклятия на всех врагов. Работает только один раз. Второй Е2 ген получает 4 стека щита в начале раунда. Когда враги получают урон от проклятия, смотрите, да, Каслан восстанавливает здоровье эквивалентно 100% урона. Ну это вообще дичь, мне кажется, какая-то лютая. Вот. То есть вообще очень дичайшая. Вот этот вот Е2 ген вообще жуткий очень. Во-первых, он отхиливается жестко. Во-вторых, он у него нет никаких проблем, чтобы накинуть проклятие. Ну, если он в пачке играет. Костян, да, Костян, точно. Аслан Костян. Карлсон. Так, ну и последнее. Е4 ген, который в корне перерабатывает ульт. Что у нас тут видно? Получается, его проклятие дебаф заменяется уже теперь другим проклятием. Не Doomsday, а будет Distraction Curse. И как это работает, это проклятие? За каждый стек дебафа цель получает уменьшение от хилки на 15%, максимально здоровье на 10%. Ощущаете разницу, да? На десятку, на 5% вырастает уменьшение хилки, и максимальное здоровье плюс 5% еще. Что мы имеем в виду, когда мы имеем 5 стайков, получается минус 50% максимальное здоровье у врага будет, и минус 15%, у него минус 75% будет от хилки, то есть он практически не будет хилиться, еще полздоровья потеряет. Навсегда, замечу. Это не очищается никак. Дальше, смотрите, да, вот опять же повторяется, да, что уменьшение максимального количества хп не может быть восстановлено. И вот тут каждый стек уже не может превышать 2000% от атаки Аслана. То есть 10 000 процентов атаки кап у нас и 50% максимального здоровья хп. Вот. Когда получается когда цель находится под проклятием, цель получает уже 800% урона за каждый стек. Еще сверху 200. Короче, это дичь какая-то. Вот, за каждый стек. Все, то есть получается, все, я теперь понял. То есть имея дебаф, да, 800 железно и плюс 200 за каждый стек. То есть до 1000. Это вот 1800. Ну, блин, нереальные цифры какие-то. Просто нереально. И смотрите, да, Doomsday курс и Distraction курс share the same number of maximum stacks. Ну, то же самое. Вот, они друг друга, получается, перекидывают. То есть, если мы, допустим, у нас есть Аслан Е2, грубо, и Аслан Е4, да, у них у обоих разные проклятия. И они друг друга перекидывают. Вот. Прикольно сделано, конечно. Ну, в принципе, с ультами понятно. С виду очень имбовый герой. Первые ролики уже это доказали с Китая. На рун еще будет. Ну, короче, дичь какая-то. Вышла супер-дупер имба. Единственное, что нам, конечно, его сильно не видать. На Твине я не рассчитываю, конечно, на супер-пупер там результат. Но хотя бы Е2 бы вывести уже было бы неплохо. Я думаю, посмотрим. Ну, давайте, ребят, приступим. Твина я сегодня подготовил, тут мучился, крафтил все это говно, блин, ненавижу. Вот, ну, начнем. Я думаю, трешки будем сливать, но их нахер, не хочется мне ничего крафтить. Так, тут, в принципе, я уже все добавил, что надо. Бомбы нет. Вот, все, начинаем лить. Начинаем лить по десятке. Вот, как-то я на самом деле чуть не уснул, блин, пока жену укладывал. Ой, блин, мы ж забыли, ребята, забыли. Все, начинаем вот с этого. Все. Вперед! Погнали. Вперед, Лиззи, привет. Ладно, будем лить потихонечку. Пока тут всякая херня падает у нас. Да-да, поехали. Я еще 90 это сделал. Как его? FPS. Чтобы быстрее шло. Да. Ладно, давайте еще раз. Все время через вперед будем, да?
Ой, огонь. Ну, пока нам только корм падает, ничего интересного, даже с желания на самом деле еще ничего не упало. Если выпадет, то какая-нибудь дичь, как обычно, ненужная. Хоть на одно пиво переходить, что-то мы уже так нормально ливанули, а нам еще ничего не упало. Да, ну это спасибо. Спасибо, не особо интересно. Сильвер на самом деле. О, спасибо. Спасибо, подгоны. Подгоны идут очень приятно. Да, посмотрим, сколько будет. Так, идем через форвард. Вот. На самом деле мы уже дофига пива слили. И что-то нифига не падает. Одна жалкая Сильвер упала, которая на самом деле на этом аке вообще нафиг не нужна. К сожалению. Вот. Тут у меня 4 Элис, из них 3 VE6, которые просто вырубают все. Ну, то Сильвер даже места здесь нет. Ты что такое говоришь? Евгений, что вы такое говорите? Как вы можете? Ладно, давайте посмотрим этот ульт. Ну, на самом деле, он понятное дело, что он выпадет. Тут вопрос, как бы, хотелось бы побольше копий, чтобы вам показать. Вот. Ну, ладно. Ну, вот еще одна дичь. Представляете, уже Артемовна настолько уже новых героев повыходила, что уже Артема не влазит в этот, в желание. Вот. Да. Как бы сегодня я, то есть, кто там в курсе тут на стриме, да, есть телеграм-канал, кто не знает, там есть бот, ну, вот, присоединяйтесь, ребят, кто не в курсах. Там идет общение, как бы, много из русского комьюнити, кто из зарубежные игроки сидят, но молчат. Видимо, ботом пользуются только. Да, пока что-то и корм мне это падает плохо. Мы через вперед все делаем. Кстати, уже скоро придется крафтить на самом деле. Вот что аж подвисло от этого. Мы уже 200 пива практически слили. Вот. Пока вся падает. Ох, господи, сколько корма-то нападало. Я сегодня Лисон Е3 выбил, тут много красных было. Вот, и это... Я сегодня их все слил, 30 штук, 6. Ой, господи, еще один бич. Ну вот вообще, вот тоже бич. Бич не нужны на самом деле, потому что тут тоже медведь V6 на самом деле. Ну вот нахерена. Я говорю, о, бомба. Кримсон, ну ничего себе. Я говорю, что законы Мерфи в этой игре такие, что тебе выпадет копия героя там, когда ты уже соберешь его V6. Ой, ну ё-моё, да смотрите, что тут было. Вы видали вот это вот, а? Сып корма, габра. У габра тут тоже не актуально уже. Уже у нас олива. Антилопа! А когда-то было дело антилопа бурила, соло, храбрый рейд. Я такие ролики даже видел. Было время. Музыка не громко там играет? Нормально все? Еще один ходок. Уже скоро будет надо это крафтить. Что-то тишина такая с этим. Ну, он уже что, уже мне кажется, мы уже 5 хат пива слили, слышите? Да, уже, блин, жесть, да, херовый дроп на самом деле. Мне кажется, больше едва не упадет, если честно. Вот. За старания в этой игре для добрых людей. О, Александр, спасибо. Спасибо. Так, ну реально уже. Ну что такое вообще? Когда-то, блин, помню, афра. В рулике там ловили. Ё-моё, что только не было. Сейчас уже вообще пофиг. Пофиг на вот это, на весь этот... На всю эту фигню. Самое обидно, что как бы вот это вот все говно, оно забирает дроп. Вот это вот больше всего.
Еще одна дичь сожрала желание. Смотрите, ну, то есть, как бы... Ну, это игра такая. Тут это рэндом. Нам не видать идловских там с 500 желания, что будет. И еще это. Подходы немножко другие. Да и не забывайте, как бы я говорю, ребят, это игра... Ой, все, конец. Наконец по крафтим устал что-то нажимать. Не забывай, надо просто не забывать, что игра для китайского контингента. В Китае много людей играет в нее. Так, а что у нас? У нас тут даже крафтить нечего, слышите? Даже не знаю, сейчас посмотрим. Только трешками разбавляться, наверное. Есть что покрафтить? Ну, тут есть. Давайте крафтанем. Благо, есть волшебная кнопочка, очень удобно. Пятаков, видимо, насыпало вообще немерено, на самом деле. Хотя не, этих тоже насыпало. Вот. У них там совсем другая игра, не чита нашей. Вот. Привет, Сань. Не чита нашей игре. Вот. Поэтому там... То есть, если мы тут корпим, тут копим, то там такие доны играют, что им вообще похер. Они вот Е6 собирают, когда выходит. Е6 собирает, вы вдумайтесь только. Е6 собирает героя. Сливает по 4000 пива, им вообще изикатка. Я говорю, это жесть вообще. Там, бля, трэш. Поэтому, да, что-то на что-то сильно рассчитывать не стоит. Я вообще РС, если честно, ну вот сильно не советую лить. Вот я говорю, я еще раз повторюсь, что можно остаться просто тупо у разбитого корыта. Да, копии помогут сэкономить рубинов. Ну сколько они там помогут сэкономить? Это тоже не особо много. Тоже надо себе отдавать в этом отчет. Что эта экономия, она ну, такая эфемерная, призрачная. Потому что РС, ну, как показывает практику, ну, 5 месяцев мы уже перевалили. Выход РС герой. 5 месяцев, вы только вдумайтесь, полгода. И это не предел, вам скажу, товарищ. Они еще будут двигать. И они специально это двигают, потому что каждое их движение это больше донат со стороны Китая. Китайцы собирают. Они в рубинами там обложены, им не за что, нечего за рубины покупать. У них там по 6, по 7 ТРС, понимаете, в пачках. Так, что у нас тут? Нету это синьки. Короче, это жесть. Да. Там не надо близко к сердцу воспринимать, играем как играем, все, не паримся. Да, по возможности стараемся что-то собирать. У каждого там в лиге есть доны какие-то, да, которые что-то там могут, что-то не могут. Вот. Выше головы, как говорится, не прыгнешь. Там мой донат тоже достаточно умеренный. Вот. Иногда бывает врываюсь, конечно, но в целом все равно понимаю, что ну, для чего это. Так, тут у нас что? Стоп, трешек много. А, четверок. Так, вот это рожа. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так. Конец. Тут этих две морды можно взять. Так, все, трешки остальные уволим, наверное, да, чтобы место у нас было. Ну и пятаков, конечно, немерено нападало, если честно. А, еще, кстати, этих надо крафтануть, ресных перцев. Привет, Султан. Так, трансформачка. Так. Тут трояков вообще насыпало. Так, 5. 5, здесь берем 13. 13 берем. Раз. Два. Ух. Блин, трояков, смотрите, немерено нападало. Так, берем 14. Странно, что это. Вроде под вровень это крафтил. Чуть ничего не понимаю. Какой-то крафт неправильный. Видели, да, была возможность же скрафтить или не была. Так. Еще можно парочку скрафтить. Так, это вот 15. Ну вот, да. Что-то сейчас. А ну-ка. Раз. Нет, да, я вроде все. Два.
Так, переходим на свет. Что у нас по свету? Тоже трояков насыпало. Так, 5, 11. Раз. Раз. Так. Раз, два, три. 4. 4, 8, 32. 32. Не, да, я правильно. Просто, видимо, этот... скажи, Сань. Мопсы не те подвалили. Вот, не хватило на 2 крафта. Так, ну вроде все. Что у нас тут по месту? 221. Ну да, опять так же прилично нападало. Ладно, начинаем дальше лить. Такое ощущение, что первое выпадет с гирлянды. Так, а мы же через этот, значит, мы же через форвард. Блин, ты смотри, не хочешь ты все, давай призовем. Приди. Опять Лизе, смотрите, Лизе сколько падает. Тут, похоже, надо это, на разборы ее делать. В Е3. С такими темпами столько копий нападает. Ой, блин, еще одна дичь. Господи, сколько вас будет, а? Ой. Это реально столько корма, которого... Кстати, да, я что могу еще сказать? Ждем еще апа старых героев, потому что сейчас еще появился один норовик, сейчас появится Рецу. По-любому еще какие-то ужесточения будут. Я сегодня, кстати, на Твине проходил Нару, и у меня Реаль сдохла на 19 уровне от пачки, там что-то Титька, еще какая-то Моника, по-моему. Короче, жесть. И пару раз я чуть не сдох, было тоже дело. Поэтому даже и Реаль, блин, получает люлей. Короче, это жесть. Нора это вообще жесть. Остальные твины у меня просто вообще охренели. И на некоторых твинах даже 15 не прошел. Там сыпали королевны через одну, блейзеры, комары. Ну, короче, там дичь творилась. И это причем с такими достаточно неплохими сетапами. Я вообще не знаю, что делать на самом деле на твинах. Даже не хочется проходить. Просто собирать это и все. О, наконец-то рак этот упал. О, господи, сколько навалило. Смотрите. Раз, два, три. Причем одна из них элитка. Да, уж так себе результат. Это сколько мы слили. Ой, что-то это подвисло. 861 пиво, получается. Ну, так себе. Ну, если у тебя там не хватает одной копии, там, двух, то, в принципе, можно. Но я бы не стал. Жалко что-то. Медали. Так. Помолились, да? Давайте. $800 пиво, да, неудачно. То есть получается, ну, Е2. Е2, мне кажется, не больше. Гирлянда у нас еще есть. А, гирлянда, да. Гирлянда это тут 1500. Ха-ха. Ну да, гирлянда есть. С гирляндой Е2 и все. Мне кажется, Е2 не больше. 4 копии плюс 2 от нас гирлянды еще будет, и все. Вот, это максимум, на чем мы можем рассчитывать. Ну и ладно, Е2 да Е2. Нормально пойдет. Хорошо, что хоть не Е1. О, Моника. Давно детки Моники не было видно. Тут тоже Моники, помню, откуда-то насыпал, я уже не помню. То ли с чеки, то ли это там в загашнике сегодня крафтил, до хера было Монику. Сумон. Не, ну такой рак вообще. Я просто не могу понять, кого морда его чата мне напоминает с какой-то игры, блин. Каких-то монстряков. Вот прям вообще писец какой-то. То ли с Киберпанка, то ли еще откуда-то. Не могу понять. Как вспомню, скажу. Ну, еще один лошок. 2 раза апали, представляете? Вот 2 раза апали. Я думаю, это не предел. Ну, блин, стопудово будет ап какого-то. Арики какой-нибудь будет. Что-то апнут из старого говна. Может, и Экзира какой-нибудь апнут, который будет пурифайиться каждый ход. Ну, какое-нибудь зло сделают, чтобы тяжело было проходить. Ну, я просто не вижу больше. Это мудацкий подход разрабов этот, блин. Ну, все, крафт наконец-то. Так, пойдемте крафтить, ребят. Так, трансформа. Что у нас? Четвертаков. О, четвертаков-то прилично насыпал.
Мгм. Мгм. Так, крафтим. Так, что у нас тут? Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, практически, блин, ладно, считайте, не осталось. Я думаю, их даже дисмиссать можно. Я, блин, на твинах реально обленился. Даже тут ничего не крафтить не хочу. Не делаю ачивки эти по крафту, ну, месячные. Ну, просто реально нет времени, жалко что-то. Ради чего, вот, непонятно. Так вот, говорю, пивко скупаешь, чтобы потом на стримах показать, там интересно, что было каждый, как говорится, да, каждый новый герой, чтобы мы могли хотя бы хоть что-то собрать, там, посмотреть. Ну, как минимум, обычный мы Е6 будем железно сейчас выводить. У меня там пиво стабильно на всех копится. Вот, ну и РС-ка просто надо слить, просто чтобы слить. Вот. Хотя бы так тоже ради интереса. Так, тут мы открафтились. Так, красное что у нас? Тоже есть что покрафтить. Трешки тут это хромает красное. Так, готово. Так, что тут? Это вообще твин к 2 оливам готов. Я хотел еще на 2 оливу набрать и попробовать экспедицию бурить 4 Элис, 2 оливами. Но сейчас с новыми мобами я просто понимаю, что это голяк. Даже Элис теперь там не пробурят ни хрена. Даже нет смысла что-то делать. Я думаю, вот этот вот перец у нас Аслан будет бурить экспедицию новых мобов. И, ну и Рец. Это железно. Остальные вообще не котируются никак. Словом, никак. Бесполезные куски сейчас стали все старые герои. Я думаю, что-то новое еще выйдет. Так, о господи, тоже что-то нападало. На пятаки еще скоро будет крафтить. Так. Вот это вот коза. Дереза. Что значит мертвые? Они... Что значит мертвые? Вот что ты подразумеваешь по словам мертвые? Мертвые, говорит. Раз, два, три, 4, еще одно. Мертвые. Смотри, что ты вкладываешь в это слово. Но я могу так сказать, они живее всех живых некоторых моих сагильдийцев. Они заходят раз в день, выполняют все дейлики. Вот. Бьют арену, бьют мобов, ходят в нору. Вот. Единственное, что я тут не заморачиваюсь, там не думая, что кого-то там закрафтить там и прочее. Я просто тут, ну, как бы, в них играю вообще в свое удовольствие. На самом деле это самые ненапряжные аки мои. Раз, два. Вот. Поэтому такое дело. Вот нет, что значит перспектив? Ну, ты подразумеваешь, я тебе говорю, у меня тут эти твины, они в топ-10 все сидят. И это без заморочек всяких. Вот. Smiles. О, ты, наверное, Илюха подкинул под пивко. Так, раз, два, три, 4, 6, 12 надо подкинуть. 12 плюс еще 8, пусть будет 20. Привет, Лех. Так. Так, открафтили, да, тут перспективы. Говорит, для тестов перспектив никаких. Тут так можно вообще сказать, что на этом сервере ни у кого нет перспектив, потому что здесь я играю. Понимаешь? Хотя, в принципе, я как бы вообще демократично играю. Я там не долблю всех, мне похер на эти все первые места. Я в мировой в них не хожу. Но при желании, да, они могли бы быть в мировой. Ну, просто при желании. Ну, как бы в пивняке, в мировой, да, легкий, каждый может выйти. Один у меня твин первое место, кстати, занял. Прошлой мировой. Пусть меня Витя простит. Вот, ну факт. Так, 3. Новый перс имба. Так, 21. Так. Ну все, хорошо, да, наверное? Там уже, наверное, 250 у меня сверху на самом деле. Гильдия Hell.
268 сервер. Так, у нас сотка всего сверху, на самом деле. Блин, придется скоро пятаки, ребят, крафтить. Вообще не хочется. Вот, блин. Это вот в этом все, блин, замануха с этим сливанием пива. Что приходится это... О, еще демон. Зачем мне это делать? Во-первых, я никто мировой не сделает. Ты не видел, какие у нас какие у нас вообще дикие чуваки в мировой. Тут бездонатные аки там вообще не пройдут. Либо там твина аки, как у нас Вет залазит в мировую. Это единственный, я думаю, чувак, который без доната туда залез. Вот, ниндзя-то, ну и ниндзя иногда проходит. Но ниндзя-то тоже донатный. 9-й вип он в свое время донатил. Поэтому это не счетово. А вот Вьет, да. Ну, у Вьета куча твинов. Ой, блин, лошок еще один. У Вьета куча твинов, как бы. Вот. Музыка громко, да? Сейчас. Прошу прощения. Готово. Это. Поэтому о чем-то там говорить вообще. Если ты думаешь, что ты там у себя в мировую выходишь, поверь, это временно. Придет время, либо у вас донов не хватает, либо доны скоро с вас сожрут. У нас тоже многие выходили в свое время в мировую. Сейчас этих игроков не видно и не слышно, потому что доны берут свое. Доны, в отличие от обычных игроков, постоянно деньги вливают. Это не та игра, в которую, типа, там говорят, влил 3 вип и играешь спокойно. Ни один ак без доната и без каких-нибудь хитрых штучек не имеет никаких перспектив мировой, я тебе просто говорю. Это практически 100%. Либо ты играешь как Вьет, у тебя 30 аков, ты фармишь кристаллы, имеешь отдельную гильдию, фармишь войну, чтобы там иметь, оттуда алмазы, все это закупаешься. Ну, у тебя есть приход алмазов образно. Да, тогда у тебя есть перспективы, есть там немножко удачи. Вот. Нет, одно из 3 достаточно выполнить, и все будет ок. Любой из 3. Ну, обычно 5 и 10 проходят к этому времени, либо бензин тратится и открывается. Поэтому я сразу говорю, нельзя, это не та игра, в которой там ты донатил и потом на коне долго сидишь. Такого здесь никогда не будет. Господи, да что за шлак валится, а? Дайте что-нибудь нормальное. Дайте Мосру в конце концов. И там без доната. Вообще. Вот я так, ну вот, ради бога, вот есть Саша, да, Пурис, да, 2-я мировая. Как бы он в свое время там чемпионом был, и то ему тяжко давалось, доны хватали. Но он тогда и побольше донатил. Сейчас Саша как бы, ну, донатит в меру, стал донатить как я, а то и даже меньше. Вот. И ему сразу тяжело стало, потому что у него есть Крис, который закрывает лабы, льет постоянно там и все. Он просто за ним не угоняется. Да, он в топе, он ходит в мировую, и вопросов нет. Нет, 4 круга. Еще я на твине не донатил на 5-й круг. Еще одна Каталина. Вот, поэтому надо просто для себя цель поставить, как бы. Я считаю, для комфортной игры, как бы, это вот покупаешь карточки, покупаешь рубиновую карту по возможности, да, чтобы рубины. Там, 60 рубинов до месяца. Плюс алмазы. Вот все. И вот этих вот вещей, если у тебя грамотные руки, достаточно, чтобы там даже с донами на сервере можно даже топ-1 быть, ну если там повезет грамотно все делать. А топ-3 вообще железно будет. Можно сразу нажимать назад. О, точно, слушай, огонь. Набор, блин, поздно ты сказал. Вот, поэтому, ну, как бы вот сейчас вот раз карта, 2 карта, да, месячная карта. И вот такая вот раз в месяц пивная карта. Вот, все. Вот это есть, у тебя никаких нет проблем с алмазом, нет проблем с закупкой пива, закупкой медали. Ну, как бы всегда очень комфортно играется вообще, лайтово. Вот. Никаких проблем. И ты там не паришься, не шкрепешь по сусекам. Ну, то есть это в целом получается сколько? Тут 5, да, 5, 15, 20, 20, 30, $80 получается в месяц. Все. Ну, при желании, если жалко на рубиновую карту на эту, ну, выходит, получается $30 в месяц. Вот. Да, вот Илюха, он пример
Вот как я прям, вот то, что я рассказал, он так играет. Да. Все, он всегда в топе был, железно. Ну, у него и доны, у него желтый на сервере. Вот. Один из чемпионов первой мировой лиги. То есть у него там достаточно сложный сервер. Плюс Iron Man в свое время там тоже еще тот наркоман Дон. У него там Донов хватает. Плюс этот кореец этот. Да там вообще жесть. Что творится? И ничего. Люлей там всем дает. Так, трансформ. А вот эти вот все сказки там, надо третий VIP для комфортной игры и все будет в шоколаде. Ну, это, знаете, это все это херня. Это максимум дают тебе пропуски боев, там, такой вот мелочь. Потому что, чтобы, ну, без доната тащить, надо реально прям везучим быть по жизни. Не знаю, чтобы тебе тут падало постоянно все. Ну, он желтый отлетает, да. Так. Ну, если есть какие-то там амбиции, там, ну, тогда, извините, придется донатить. Если нет амбиций, ты просто играешь, там, заходишь, там, поговорить, привет, там, без всяких этих, пофиг, на каком ты месте, там, на арене и прочее. Вообще можно не донатить и играть. Даже можно даже на VIP на какой-то не донатить. Просто заходишь, да играешь. И не паришься. Во. Привет, Толян. Еще разок. Я вам вот тут, знаете, у нас таких целая гильдия на самом деле. Вот я вам сейчас захожу на арену, давайте зайдем. Я вам сейчас покажу. У нас есть целая гильдия такая, называется Бедлам. Вот наш весь топ, вот этот Вьет, про которого я рассказываю, который бездонно играет. Смотрите, у него какой состав. Вот. Тут все наши. Он даже мой говнотвин с таким составом, тут каким-то образом еще на 7-м месте, непонятно. Ну, короче, не суть. Вот тут есть ребята, которые там, не знаю, в топ-вниз там, не знаю. Ну вот такие вот, видите, они играют и не парятся, я так понимаю. Все, у него Лисон там, ну, тут Космос такой же, там, ну, шутник, ладно, не знаю. Вот еще Тони. Мавада пропал? В плане в игре его нету или что? Игру прошел. Ну, вот я просто говорю, таких полно, как бы, ну, они играют. Они не хотят ничего знать, там, развиваться как-то. Ну, их устраивает игра такая, какая она есть. Таких игроков много. Поэтому кого-то там подбивать я даже не хочу, там, вот донатить, там, и все, рулить. Ну, вообще никакого желания нет. Каждый от игры получает то, что он хочет. И все. Вот мне вот, допустим, надо карать всех там, да. Я привык там лидировать, доминировать во всех играх там онлайн, в которые я играю. Это начиная с Lineage в свое время там, заканчивая даже здесь. То есть, да, я понимаю, что мне тут не угнаться без там расчехлив кошелек. Ну, мне достаточно того, что я там топ-4 нашей мировой вхожу. Мне это как бы вообще за глаза. Мне это приятно и все. Как бы удаляет мои все жажду моих амбиций там каких-то. И я просто понимаю, что многое благодаря тому, что я вложил деньги. Ну, то есть я влил сюда. Без вливания с моей носороговой удачей я бы вообще просто курил бамбук. Так. Так, куда Мават-то пропал? Просто не играет, что ли, или что? Тут в топе всегда донатеры. Просто кто-то грамотно донатит, а кто-то не очень. Это вся разница. Ну, это, ну да, с той картой вообще супер комфортная игра вот с этой получается. Это вообще бесспорно. Даже не обсуждается. 60 рубинов в месяц, они на дороге вообще не валяются. Так, тут раз, два, три, трешечку, да, у нас получится. 3, 8, 24, 21 получается. Готово. Так, раз, два, тут тоже трешка получается. Тут 23 загоним. Блин, вот на крафт столько времени уходит на самом деле, из-за того, что рюкзак такой мелкий. Хотя тут 7-й вип на твине на этом раскочегарен.
Так, 282 все равно мало. Слушайте, блин. Ух, нифига тут пятаков, ё-моё. Смотрите, Лизи. Раз, два, три, четыре. 5 Лизи нападало, представляете? А тут нету, кстати. Пятак, все. Так мировая же еще не началась. А, имеется в виду, ты с ним на сервере играешь, что ли? Так. Что делать-то, блин? Ладно, давайте лить, пофиг. Мы уже 2 круга закрыли сверху. Вперед! Просто сильно сейчас не польем, в этом вся проблема. Потому что слотов совсем мало было. Господи, Господи Иисусе. Ну, вот тоже бесполезное уже на самом деле. Все это неинтересно. Хотя Е6 может вывести. Или Е5, не знаю. Тут копии есть, нет. Тоже такое все. Такие уже герои, которые как бы сейчас прям кричат о том, что им нужен баф, потому что они слили позиции очень сильные. Вот. Говноэлитка прям сыпется пипец. Только вот желание забирает, это меня единственное, что напрягает. Ну, Лисон, извини, Лисон, я тебя уже сегодня собрал Е3 и разобрал. Поэтому тебя будем безбожно кормить. Ага. Притыгыдычил таз. Ну так да, возвращаясь там опять же к разговору, грамотный донатер вообще камня на камне не оставит. Вот. Как бы игрока, который там даже если донатит, ну не получится покарать, ну вообще никак. Вот реально, вот просто вспомнить даже Маваду, вот просто вспомнить, какой он рак был, просто ну реально тупой дон был. Ну, вот, и потом как он научился играть, и это, ну это он не сразу к этому пришел. Блин, не хочу крафтить, ребят. Что делать? Четверки, что ли, раз? Давайте четверки распустим. Не хочу крафтить. Ну, да, все потихоньку. Объединение серверов, они сами там решают, как объединять. Это им писать надо. Бомбить их, забамбливать. Они будут стандартно отписываться. Мы наблюдаем за вашим сервером. Ля-ля-ля. Не, ну на прошлой мировой же он был, он первое место тогда занял. А тут всего после мировой неделя прошла. Как он? Куда он пропал-то? Ты ничего не путаешь? Он не мог пропасть. Вот я сейчас могу показать. Вот исторический ранкинг. Вот Мавада, последняя мировая. Ну, первое место. И тут первое место. Не знаю. То есть неделя только прошла, получается. Вот только мировая закончилась. Сейчас идет обычная межсерверка. Так, что у нас тут по местам? Блин, мест вообще нет. Ну, короче, давайте пятаки крафтить. Не знаю, давайте все подряд там крафтить всякую дичь. Хотя бы там всяких чейзов там, не знаю. Кто, Мавада просил по персам? Ну, на самом деле просил, не просил, но ему хватает это тащить. Пока еще сетапы его тащат. То есть у него там чизпак бодрый. А объединение серверов несет за собой риски большие. То, что кто там тащил раньше, он перестает тащить. Ну, короче, они очень там подходят прям к этому аккуратно, потому что зачастую объединение с сервером только хуже становится. Вот, отток игроков больше идет. Ну, им это не нравится, на самом деле. Поэтому они аккуратно к этому подходят. С другой стороны, я говорю, можно спасибо сказать, что вот вы сидите на своем сервере там и фармите там арену и прочее, спокойно там, да, в топах сидите. Вот. Потому что в идлах такая херня не прокатит. Там на серваках по 1000 с лишним человек, и там просто 6 вообще на арене, куда-то там выбиться, это что-то на грани фантастики. Смотри, сколько моник, да? Прикольно.
Каталин тоже 3 штуки. Жуть. Ну вот, видите, говорят, ну ладно, не пропал. Да я тоже думаю, с чему ему пропадать. Он там даже пописывает в Дискорде что-то. Да, донов недалеких очень много. Как бы. Это. Так, что у нас по месту получше стало? 245. Ну, соточку освободили. Че, давайте польем. Блин, господи, столько шестерок. Так, а тут у нас... Ой, тут уже накрафтил, блин. Ладно, давайте, погнали. Че у нас тут? Не, понятное дело, ну просто я говорю, надо в этом плане... Да, у них вот PvP до конца не продумано. Хочется там, да, еще побиться, не знаю. Пока единственная возможность, это говно-война, это, которая нафиг никому не нужна. Вот. Ух ты, скотина, не хочешь падать? Ну реально тут едва вообще максимум. Я уже просто с этим сверился. Бум. Угу. Еще крафтить потом. Ну благо там корм уже живой, все это здесь. Корм просто люто сыпет и забирает. На мейне, да, буду. Вообще пока не решил еще когда. Точно не вечером. Да, на мейне по-любому. Мне нужен этот парень. Причем, как бы, ну, у меня возможность будет его собрать. Не знаю, сейчас у нас же получается этот, скажите, будет на ЧК у нас передышка, каникулы же, правильно? Старое что-то выйдет говно какой-нибудь Витас или еще какая-нибудь бабуня. Вот, и я подкоплю и думаю, пару раз закрою по 660, заберу его с сундука. Вот. Плюс одна копия с пакета будет, плюс одна с возвращения. Ну, короче, там есть у меня план небольшой. Блин, ну чейз вообще сыпет просто нереально. Толян, одна упала на 800-м пиве, и максимум еще одна упадет, и все, это все. Ну вот я говорю, одна еще упадет, скорее всего, вот с этого, с гирлянды. А вот Илюхи сегодня за 600 пива 3 копии упало, ну в сумме. О, комар! Виш. Хотя нафиг тут тоже комар, не знаю, зачем я его поставил-то, кстати. Лучше бы Мейбл поставил. Надо Мейбл поставить, слышите? Давайте мы поставим. Чем... А, Мэй так стоит. Ну ладно, Мэй комар. Нет, на Мэйне сегодня лить не буду. Да я не успею, уже спать хочется. Завтра буду лить. Ну не на стриме, если ты про это. Я уже пятаками обложился. Не, ну Рецу следующий, да, имеется в виду, что потом каникулы-то будут все равно. Чекашные, как говорится. Такой этот хер, конечно. Жуть. Что-то игра подлакивает сегодня. Уже заметил. Смотрите, сколько чейзов валит и валит. Да Саше надо, чтобы валили чейзов. Он там их как раз собирает для 5 на 5. Угу. О, господи, титька еще. О. Титька еще будет 4 титьки с этого, скажите. О, смотрите, мне уже предлагает. А хочешь еще кружок? А я бы рад, может быть, но у меня пива нет. Простите. 3 круга закрыто. 1800 уже пива, ребят, слили. Вот так вот.
Так, что у нас тут? 330. Давайте подисмиссаем. Так, что у нас здесь 70? Ну, неплохо. Блин, ну реально, откуда же я это видел? Я просто понять не могу. Форвард. Что-то вперед-то не сработало у нас, ребят. Да. Хотя на самом деле пофиг. Да. Так. Да, ну корма вообще зачетно насыпала, причем такими пачками было. Хотя вот тут нафиг корм не нужен. Сейчас вот прям музыка играет. Мальчик на девятке. Дед Блонди. Сейчас. Так. Шесть, шесть, шесть. Нет, не упал на 666. А, до мальчика на девятке. Сейчас скажу. Наркомания играла. Мы, кстати, эту наркоманию слушали, когда на Реция пиво лили. Я специально включал. Да. А, все, я вспомнил, откуда морду я видел. С этого, с Mass Effect там были эти. Раса там была такая. Забыл. Короче, наркоманы там были они. Вообще прям похож писец морда. О, Лизи еще одна упала. Топ. Я всегда хотел Лизи. А прикиньте, Лизи когда-то вообще жесткий топ был. Особенно пятерки лупила. Господи, еще один, блин. Короче, все говно сожрало все желания, если честно. Ну ок. Вот и Мэй. Желание. Ну, Мэй неплохо. Я вот думал, тут Мэй может собрать. Ну, вернее, не может, соберу, наверное, рубчики есть. Здорово, Влад. Так, что у нас там получается? Скоро уже закончится, да, надеюсь? 300 пива осталось. Супер. Ой, 400. Так, надо подисмиссать. Блин, опять жесть. Сейчас. Да блин. Ладно. Так. Смотрите, уже на места не хватает. Уже 300. Все, 50 слотов осталось. Так, давайте вот это говно покрафтим. Раз, два, три, 4, 5. Нифига себе, жуть. 5. Сейчас 5, 8, 40. Так, у нас сколько? 35. О. Так я ж скинул, вот она. Сверху ссылка. Вот, я написал до мальчика на девятке, я после этого скинул вот эту тему наркоманскую. Угу. Раз, два, три. Так.
Ой, что-то я перебрал. Слушайте, тут столько этого нету. 280. Ну, 70 есть заначки, нормально. Погнали. Так. Барент. Давай, Аслан. Каслан, призываем тебя. Не хочет нам Каслан подать вообще в отказ. Я говорю, он стопудово с гирлянды пойдет. Там это все. Только сказал, стопудово с гирлянды упадет, и он упал. Но нам уже точно копия не светит. Ну вот, так что это уже не важно. Ну, имеется в виду, уже больше не упадет, точно. Да, уже такое себе. Получается, слито практически... Да не слито, два косаря слито, две копии упало. Жуть. Писец. Так, ну что нам осталось? Получается, залиться 400 пива, да? Или нет? Что-то не понял, что-то или глюк какой-то там. Почему-то такие цифры не... А, вот, все, обновилось, что-то не обновилось. Здесь 70. Каслан Касланович. Потом этот весь корм крафтить, жесть, конечно. Да еще трешки все, блин, дисмиссы. Я говорю, трэш трэшовый. Так, ну тут было где-то сколько? 2600 пива, грубо, да? То есть надо будет это не забыть. Остановиться вовремя. Хотя нам было, кстати, вот по этому следить, по верхнему, по этой штучке. По ей можно понятно, когда 2400 слито. Того Е2, да? Ну, в принципе, как я и прогнозировал. Да, Е2. Нынче с гирляндой, как бы, ну, в Е2 уже можно заходить. Вот. Поэтому до гирлянды вообще Е1 был. Можно было с Е1 выйти. Это вообще херовый результат. Ой, так. Опять у нас, да? Нету. Ну, таких прок это кликеры какие-нибудь. На самом деле любой этот умеет так делать. Любой бот, ну, имеется в виду, любой эмулятор у него там есть, макросы записывает, но этого мало. Этого мало. Так, что у нас тут по... Раз, два, три. 32. Жесть. Этого тоже РСного корма дофига, надо с них девятки, наверное, на корм накрафтить, похоже. Вот просто любое там вот это вот подлагивание и все, и твой макрос на смарку. Вот что можно сказать. Давайте, кстати, сразу слана за это закрафтим. То это корм хоть немножко свободен. Морду эту. Так, что у нас выходит? 283, ну мы, да, уже чуть осталось, нам хватит, наверное. Так, и будем тестить. Тоже ходок сегодня уже, да? Хз какой. Если честно, я уже запутался. Ой. Я уже хотел сказать, может нахер вперед нажимать. Думаю, ладно, уже ритуал закончим. Так, а что у нас тут? О, отлично. Осталось 100 пива слить. Тоже один бестолковый лошок. 2. 3. А, тут написано, кстати, вот 8 раз нам осталось.
Можно даже не считать, что я забыл, что у нас там пишется. Тю. Ой, еще титька. Шуть. Мало того, что будет 4 титьки. О, Лиззи, отлично. Лиззи, супер. Её можно будет разобрать и 3. Таким каким-то этим корму какому-то радуюсь на самом деле. На твине, которому вообще похер на самом деле. На эту базу. Так, ну все, последняя десятка. Собираем призы. Сюда блок. Тед. Все, конец. Так, конец. Вот смотрите, да, тот чувак Е6 собрал 4500 слил. Ну, ему нормально отсыпало копии, видимо. Господи, тут всякого насыпало. Так. Ага. А чё титьки, кстати, у нас получились? У нас титик-то вообще нормально получил. Ой, ничего себе, тут можно, блин, Е6 титьку собрать. Тут дропнулось 2. Будем собирать здесь Е6 титьку. Так, ладно. Открываем копии Аслана Каслана. Тум. Блин, такой уродец, конечно, жесть. Вот, кстати, копия таза есть. Можно таза будет Е6 вывести. Ну, в принципе, так неплохо для этого получилось на самом деле. Я еще почему этого твина выбрал? Тут как раз он контрольный, тут же Элис. Вот. У меня еще есть один твин, на нем тоже можно было 4 круга слить. Но тут этот более предпочтительный, потому что тут база прокачана, 25-я на контроль. Ну, короче, все как доктор прописал. Контрольный такой пацан. Да, ритуал, говорит, не катит. Да не, на самом деле тут просто надо в какое-то время нужно лить это все. Вот хер поймешь, что время. Может как-то с утра, может это. Ну, понятное дело, когда со всеми льешь. Но с другой стороны, я знаю случаи, когда людей на другие дни лили, копии ловили. Так что, короче, как-то все это вилами по воде писано, если честно. Вот. Ну, я говорю, Е2 это нормальный результат. Е3 это чё-то повезло. Е4, ну это вообще супер круто. Это просто, блин, ну, все очень редко бывает. Да, может рэндом. Типа того. Так. Заметьте, кстати, желание, и комар выпал, и Мэй выпал. Да, с этого. Так, ну тут, в принципе, что, берем атаку обязательно. И берем, получается, вот эту вот побуйню. 4 стека и отхилка. Мы, кстати, даже на Русь с ним сходим Е2. Посмотрим, что он Е2 в норе может. Ну, посмотрим, в принципе, как он работает, да. Блин, когда уже сделают, блин, быстрый этот ап? Непонятно. Так. Так, ну не знаю, что камушек, как обычно, скорость на Аэрнета, да, делаем. Че, не будем париться, как говорится. Ага, не говори. Не, вот завтра меня завтра на мэйне лить, я вот не знаю, во сколько мне лить. Может, как ты с утра? Во сколько ты начинал лить? Ой, простите, поперхнулся. Во сколько ты лить начинал? Что ты 3 копии урвал? Вот мне тоже в это время может начать лить.
Да ничего интересного я выпустил. Лили пиво, крафтили и так далее, и так далее. Сейчас будет самое интересное. Будем смотреть этого перца. О! Господи. Блин, чуть за алмаза не загрейдил. Ну, отлично, с первого раза. С первого раза то, что надо. Блин, ну я не знаю, по этому. Надо видосик посмотреть. Получить 50 алмазов. Ой, ничего себе. Тут появляется, когда открывается, еще писалово немножко. Что-то на видосик глянь, да? Получить 50 алмазов своих. Что зависло? А, все отвисло. Так, давайте с кого-нибудь шмотки снимем. Какого контрольный костюм? Алло. Вот это что ли козы? Нет, кому-то я переодел. Тут точно был костюм контроля. Помыл. Так, ну не знаю, шлем, наверное, ему накинуть надо будет. Пусть живет подольше. Вот, потому что мало ли что-то пойдет не так. Так-то ему достаточно, он просто будет из раунда в раунда накидывать метки. Этого достаточно, но вот шлемачок ему не помешает. Так, тут пусть так и остается, тут так и остается пусть. Хотя ему валь, наверное, даже лучше подойдет. Давайте валим и лучше дадим. А Витасу шлем. Ты, лошок, пойдешь со шлемом. Блин, Витас так позиция, он даже в норе сейчас уже как бич отлетает. Блин, бесит. Так, ну, в принципе, все. Давайте в ПВП сначала попробуем. Не знаю, на кого нападем. Давайте вот на этого рачка нападем. Слабенький там перец какой-то. Берем вот этого, берем оливу, да? Так, погнали, пацаны. Давайте посмотрим, как это все работает. Ну, смотрите, он дебаф не... А, нет, дебаф уже висел, кстати, на ком-то, да? Ну, я думаю, сейчас будет хана всем. Ну, да, вот это все сдохнет, я прям даже не сомневаюсь. Уже все в дебафах, короче, смотрите, висят, да? Вот, получают урон. Пиздец, жесть какая-то вообще творится, если честно. Он опять весь в стаках. Я что-то не понимаю. Как работает-то? А ну, блин, вот он сейчас урон получил. Но это, видимо, вот как раз работает, когда он под дебафом бьет, он получает плюху. Ну, он всех размотал. Е2 всех размотал. Бичи, понятное дело, ну, даже Е2 просто пиздец какой-то. Блин, давайте кого-нибудь посильнее. Есть гордыня. Dude. Гордыня с оливой. Блин. Так, тоже вроде что-то сильное. Да, в Люксембурге. Нормально. Ну, давайте вот на это вот вина нападем. Он так, в принципе, не сильный. Он там так и есть. Давайте посмотрим. Я думаю, тут отлетит. Хотя могу ошибаться. Ну, дебафы начинают вешаться потихоньку. Вот. Забавно это все выглядит, конечно. Я в шоке. Вот эта парочка живет. То есть он под оливой уже пипец сколько. Нет, все, сдох. Олива только сдохла, он сдох. Ну да, блин, тут Е2 сильно не потестишь. Тут не потестишь. Тут не потестишь, блин, против бичков. Блин, кого-то с бичков бы еще полупить. Ну вот наш слабенький чувачок. Не, без оливки он сдохнет. Тут даже смотреть не надо. Он Е2, он слишком дохлый. И у него Е4 ген не топовый. Он даже, видите, он даже его под оливкой пробивает. Тут без шансов. Видите, проблема. То есть он стоит... мы же как бы для чистоты эксперимента все это смотрим. Этот чувак, он партийный. Понимаете? Он не может соло ходить и разбивать. У него это не получится. У него все накапливаемые слои зависят от того, как бьют союзники. Вот. То есть оливка не бьет, а он ничего не копит.
Вот. Если я сейчас, ну, блин, не знаю, давайте по-другому сделаем. Давайте я сейчас пачку, типа, мою сильную, на сильного какого-нибудь чувака нападу. Просто добавлю туда этот, ну, своих пацанов там. Каких есть тут более-менее Е6, Е5 там. И посмотрим все, как это выглядит. Видите, тут таки мелкие там, ну, вот такое. Вот это вот все. Не знаю, давайте таз. Так, и ставим, получается... Угу. Ну, пусть будет вот так. Давайте посмотрим, что выйдет. Сейчас просто все будут лупить. Вот смотрите, да, все лупят и щиты накладываются. Вот смотрите, он уже пока пацаны все били, уже дебафов наложил. Это нормально. Он вообще Вита сдох. 1, 2, 1, 1. Копится потихоньку. Копится все. Не снималось ни разу еще, дебафы не снимались, я что-то вот пропустил. Не, смотрите, я что-то не понял. А уже 7. Что за баги? Смотрите, 7 на этом. Что вообще происходит? Ничего не понимаю. Что-то глюк какой-то, да? Не может же больше 5 копиться. Откуда 7 вообще? Это что, таки, что ли? Видели прикол? Ничего не понимаю. Ну тут да, он сдох. Я просто вообще не понял прикола. Слышите? А ну-ка, давайте-ка проверим опять на какой-нибудь ложке. Просто ради интереса. Берем вот так вот. Что за это? Что, глюк, что ли, какой-то? Вот смотрите, таки ударил. Да, таки увеличивает количество. Ну, это баг, мне кажется, какой-то. 6. Их больше 5 не может быть. Алло. И смотрите, они исчезли. Ну, короче, он багованный еще пока. Это баг. Я просто ржу, конечно. Вон, видите, кстати, да, у этот полоска была. Просто ржу вообще, конечно. Ну, это багос. Жесткий прям. Просто увеличивает количество дебафов. Ну, это писец. Четко написано не больше 5 стаков. Не больше 5 же? Ага, точно, точно. Ну вот, блин, наркоманы. Даже не протестили это. Ну четко же написано, не больше 5 стеков. Блять, я просто смотрю на Арии 7 штук. Думаю, нихера себе. Это что получается, а если боссов там? На боссах посмотри, как это будет работать. Давайте посмотрим на какого-нибудь босса. Надо кого-нибудь босса полупить. Сейчас. Дойти до этого. Мне просто в ПВЕ его интересно, прежде чем в нору мы пойдем. Сейчас быстренько дойдем до 5-го. Ну, давайте 5-го босса, да, попробуем. Просто, ну это хохма на самом деле. Такая наркомания, жесть. Просто ржу, блин. Давайте оливу еще добавим, пофиг. Таз хотя есть, нахер олива. Ладно, пусть будет Витян. Давайте посмотрим. Просто ржака, конечно. Вот, смотрите, да, у него. 4 сразу, 5. Почему так много? Ну потому что все бьют. 7. Сейчас исчезли они. Вот что вообще не понимаю. Они исчезли. Почему они исчезли? Все мне багованное жестко прям, слышите? Прям писец как баговано. А сейчас его нету, этого дебафа. Рецу может все, да. Рецу может ПВП, может ПВЕ. Он экспедицию бурит, доказано уже. Он нору, скорее всего, будет бурить, тоже доказано. Я что-то не понимаю вообще, почему дебаф не висит. Макс ХП... не, ну...
Блин, непонятно, блин. Че, мы лям налупили, да? Что-то я запутал. Сколько мы налупили-то? Ну да, лям. Я вообще не понял, что за херня. Давайте уберем Витаса, что-то он меня вот смущает. Просто вот таким составом сейчас пойдем. Ну-ка. Смотрите, да? 1, 2, все правильно. Каждый удар 10, 11. Какого вообще? Все, пропало. Дебаф пропал. Дебафа нет, ребят. И он больше не кидается. Ну это багос. Короче, чувак вышел забагованный весь пока, да. Ну, пусть баг фиксит. Да все понятно, короче. Вообще нет смысла дебаф тестить. Он какой-то нерабочий, непонятный. Вот, пойдемте в нору сходим. Да, в ПВЕ еще, я думаю, это подождем. Так, начнем с 15, наверное, да? Так, а у меня кто там? Да, в принципе, кого подряд напихаю. Единственное, что сейчас это одену. По-моему, героев особо просто нет. Все так будет. Так, Витас со шлемом. Окей. Так, берем вот этого перца. Берем таки, берем вот этого перца. Так, берем, по-моему, да, правильно? Что никого нет? Ну да. Так. Так, ну тут 3 я нападать не буду, что-то рисково. Давайте медведя пустим, пусть медведь разберется. Вот, а сейчас нападу Витасом, он сдохнет как чмо. Нет, не сдох. Но он все равно чмо. Это не отменяет того факта. Давайте вот так нападем. Ого. Вообще нормально. Прямо зачетно. Вот тут как вот вообще жесть. О, блин. Я просто охреневаю с этой норы. С 15-й причем. А ну. Тут жуть. Посмотрите, что этот перец даже едва творит. Давай сюда. Ну смотрите, он просто 5 этих стеков же получает. Трындец. Даже лох этот едва королевну шатает. Ну много, конечно, ему стеки быстро снимают. Ну они станется, смотрите, да? То есть стан работает вообще на ура. Отхилка тоже работает на ура. Жесть. Это едва. Я просто в ахере, если честно. Трэш, блядь. Не оставляет ни единого шанса пацанам. Давайте комара посмотрим. Что интересно. Нет, комара убил. 5 стеков не хватило. Ну, мы просто хотя бы поняли, что комара у него слабость. 5 стеков не хватило, чтобы этот урон уменьшить. Мало. Либо хпм у него мало. Вот. Ну, ладно, чё. Давайте тогда быстренько сейчас это самоликвидируемся. В норе. О, начинается. Не повезло. Вот так вот может повезти, а может не повезти. Ай, шуть. Вот тут я даже не знаю, что сказать. Вот все, вот все, сдох как лох. Вот он дохнет просто, если вот такие большие пачки есть королевна, у него шансов вообще никакие не остаются. Я говорю, это просто пипец. Медведь сейчас тоже сдохнет. Все сдохнут. Вот тут нора. Да, тут даже и без комара бы закончилось, скорее всего. Вот смотри, какая жесть творилась.
Да, и Витян лох, и все лохи. Ну, в принципе, все понятно, как бы, да, на реально интересный перец, но вот с комаром, да. Зато остальных, я думаю, кроме комара, он вообще будет шатать просто как царь. Вот. Плюс, как бы, не забываем, он Е2, Е4 там вообще разойдется. Ну, я не знаю, у кого Е4, тем повезло, у кого нет Е4, ну, тем ничего не светит, скорее всего. Но в ПВЕ, да, Е2 все-таки он пока непонятно, мне кажется, не особо играбельный. Вот. Потому что маловато ему. Но Е4 уже будет играбельный, я думаю. Потому что у него курс уже будет посильнее. На порядок. Просто 15% от хилки и 10. И он жить, по крайней мере, будет. Вот. Как все проходят, так и пройти. А что там 724 интересного? Кстати, можно в башню с ним сходить. Давайте сходим. А, 724 это где темплары? Ариэль не допустит, да? Ариэль попустит. Давайте с это, кстати, сейчас возьмем сюда. Смотрим, что получится. Медведя какой-нибудь. Так. Что возьмем? Вот да, смотрите, видите, каждая плюха получается добавляет курс. То есть это герой сугубо партийный. И тут все понятно. Ну, когда с выходом Е6 героев, я не думаю, что там проблемы какие-то должны быть на этом уровне. Напиши, кто у тебя есть. Не знаю, ну, Оливка там в паре с Витасом на пару, я думаю, пройдет, скорее всего. Ну, еще кого-нибудь добавить. Таки. Я тройкой проходил Таки, Витас, Олива. Все Е6. Кстати, вспомнил, вот мерзкий уровень. Тут темпы, короче, это дерзят. Этот мелкий. Мелкий. Он за то, что мелкий, он быстро дохнет. Не получится пройти этим составом, к сожалению. Я тут поэтому и застрял, кстати. Тут темпы мерзкие. Меня бесит. Давайте попробуем лупануть. А если его будут бить, он будет станет здесь. Кстати, мы в ПВЕ еще же не попробовали. Что-то не станилось, да, ничего? Но щиты его точно от пассивного урона не защищают, как мы видим. Это, к сожалению, не работает. Блин, ну не знаю, давайте вот еще ПВЕ, да, мы хотели попробовать. У него же что там как работает, получается, скилл? Копия на грубо одна подал. Так, вот, написано, да, если курс, вот, он станет, правильно? Или нет, или что-то путаю. Где это про стан было? А, нет, это, короче, щитки у него станет. Щитки станет. Но я не думаю, на самом деле, что щитки... Оливка, ой. А, все Е5. Ну, Е6 надо. Е6 надо, и ген С1, и там вообще никаких проблем с этим уровнем нет. Подкачайся немножко, потом пройдешь. Мы еще по хардкору проходили в свое время, когда это не было никаких Е5. Как сейчас помню. Так. Просто вот интересно, он ПВЕ-то станет, нет? Не, это мало. Ну вот по идее вот так и должно быть. У него должны эти дебафы вешаются, копятся до 5 и все, и конец. Вот так должно быть. Таки, короче, багает что-то жестко. Ну, я думаю, пофиксит в ближайшее время. Мне кажется, баг. Ну, в ПВЕ не работает, короче. Ну, имеется в виду в ПВЕ в хардкорном, где у мобов жесткий иммун, это не работает. В отличие от той же Гаргоны, да, которая спокойно там каминит мобцов. Этот парень нет. Ну, зато в норе работает, самое главное. Главное, что в норе работает. С другой стороны, там у мобов обычный иммун, базовый такой. Оливка, ой, королева зергов, Моника Сакура. Не, да, конечно, не играбельно. Нет, тебе надо что-то посерьезнее.
Тебе надо что-то посерьезней. Так. Так. Ну, вроде бы, наверное, мы все, что хотели, потестили, да? Выяснили, что чувак багованный. Вот. Выяснили, что даже в Е2 в норе он может бурить. Ну, я, кстати, это... А, слушайте, тут есть новая нора. Ну, новая норе, блин, его сразу снесут. Там даже нет смысла пробовать. Что бред. Ну, так забавно. Так забавно. Вот. В принципе, на этом, я думаю, ребят, наверное, все. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Следующий стрим, наверное, мы уже проведем через 2 недельки, когда Рец выйдет на ЧК, там соберем Е6, уже потестим его капитально, потестим в норе, потестим в новой норе, потестим в экспедиции, ну вообще везде. Я там как раз перса подготовлю к экспедиции, дойду им до 8.10, вот, чтобы посмотреть, как Рецы будет новых мобов раскидывать. То есть там олива есть, все есть, в принципе, все готово. Ну, на этом, я думаю, все. Всем спасибо. Спасибо за донаты. Я там посмотрю, сколько задонатили. Может, мы на следующий стрим разыграем какую-нибудь карточку. Вот, я об этом напишу уже к описанию к этой трансляции. Может, там, ну, что-нибудь сделаем. Или в Телеграм. Ну, короче, посмотрим. Вот. Ну, ладненько. Все. Всем пока. До новых встреч. Спокойной ночи.